三凤凰怎么南要开，湖边扶岸家将亲，一阵黄风么三个浪，雪高还怎么山摇弯。Вот такое, ребята, забавное видео, которое вы только что посмотрели. Именно сейчас мы так наблюдаем за биткоином и надеемся, что он реально сейчас прорвется немного и дойдет хотя бы до уровня первой отметки, там 26 тысяч долларов. Но посмотрим, как произойдет, будет ли это для него движением. Почему именно так, сейчас я об этом говорю. Сейчас я вам покажу одну новость. Итак, биткоин только что вырос до 24 тысяч долларов, вот почему. То есть биткоин пережил приступ волатильности из-за более легких, чем ожидалось данных об инфляции. Итак, что это такое? Это я пролистаю, здесь вам покажу. Последний всплеск произошел после более холодных, чем ожидалось данных об инфляции. Индекс потребительских цен за предыдущий месяц увеличился на 8,5%, что ниже консенсусной оценки аналитиков 8,7%. Значительное снижение цен на газ и тарифов на авиабилеты в основном привело к более прохладному, чем ожидалось, июльскому индексу потребительских цен. В то же время цены на продукты питания, электроэнергию и арендную плату остаются на подъеме. Фьючерсы Dow взлетели более чем на 400 из-за неожиданности инфляции. Самые последние данные по индексу потребительских цен означают, что США, Федеральная резервная система, то есть ФРС, теперь может замедлить темпы повышения, ребята, ставок. Это очень хорошая и позитивная новость. Как мы видим, сразу биткоин вышел сегодня. Даже он торговался ниже. Думал, немножко может снова провалиться в зону где-то 22 700. Но очень хорошая новость вышла. И он буквально за час сделал вот такую свечу. Сейчас посмотрим именно на часовом графике. Вот такая часовик. Вот такая именно произошла свеча. То есть, что нам об этом может сказать, ребята? Если действительно индекс потребительских цен все-таки занижен, то есть ожидалось, что действительно процентный будет намного выше, инфляция оказалась намного ниже, то есть ФРС может тем самым действительно уже в сентябре уменьшать процентную ставку, и мы можем, ребята, потихоньку уже расти хотя бы в район, в этот диапазон, в котором мы находились раньше. Это район 28 тысяч долларов, 32 тысяч долларов. Если сюда дойдем, ребята, это будет позитивно. То есть сентябрь для нас будет очень важный месяц. Посмотрим, как сейчас отреагирует биткоин, как отреагируют сейчас покупатели и так далее. Будем за этим всем смотреть. Также, ребята, сейчас посмотрим на индекс доллара. Смотрите, как доллар отреагировал, сразу пошло падение, снижение его. То есть это все указывает на то, что мы как раз идем на правильном пути. Если, как я и говорил раньше, доллар будет понемножку снижаться, ребята, то, естественно, биткоин будет, наоборот, расти вверх. Это очень позитивная новость. Позавчера в своем видео, ребята, я говорил, если мы закроемся выше 23 800 долларов, именно телом свечи, то можем пойти вверх. Как оказалось, мы закрылись ниже нее и поэтому немножко провалились. Сегодня я думал, что мы снова будем катиться, потому что могли быть плохие именно выйти новости, но вышли довольно хорошие новости и биткоин взорвался именно вверх. Я считаю, это взрыв. То есть за час вот такую свечу пустить, это довольно хорошо на таком медвежьем рынке, о котором говорят. Так что, ребята, все пока все нормально, все хорошо. Восходящий канал такой у нас сохраняется довольно нормально. Идем пока все вверх. Также еще пару новостей вам расскажу, ребята, потому что это видео я не хотел выпускать. Я готовился совсем к другому видео. Очень готовился, но потом увидел такую свечу, ребята, и сразу же решил вам сообщить, чтобы поднять вам всем хорошее настроение. Итак, еще пару новостей. Майк Новоград спрогнозировал сохранение биткоина в диапазоне 20-30 тысяч долларов, ребята. Что он здесь говорит? Цена первой криптовалюты останется в коридоре 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов, поскольку интерес к цифровому золоту не подкреплен значительным притоком средств институционалов. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Galaxy Digital Майк Новоград. Сможет ли биткоин преодолеть отметку в 30 тысяч долларов в текущем движении вверх? Посмотрим. Говорит, я сомневаюсь. Я был бы рад, если бы мы какое-то время находились в диапазоне 20 тысяч, 22 тысячи долларов за биткоин или 30 тысяч долларов. Мы не видим крупных притоков институциональных инвесторов, но и нет крупных продаж, пояснил он, ребята. Итак, почему он хочет, чтобы мы находились все-таки в районе 20-22 тысяч долларов за биткоин, ребята? Все очень просто.
Понятно, что он хочет подкупить еще очень много биткоинов, потому что, как вы знаете, что в обращении биткоинов очень мало, там буквально 14-15 миллионов биткоинов находится в руках именно институциональных фондов, либо же непосредственно у розничных клиентов. Поэтому, ребята, биткоинов сейчас на рынке очень мало, ими нужно как-то управлять, чтобы сохранять движение биткоина. Поэтому он и высказывается, что хотел бы, по всей видимости, вот в этом диапазоне еще немного закупиться. Вернее, вот в этом, в диапазоне 20 тысяч долларов, либо 22 тысячи долларов за биткоин. Потому что, как вы знаете, постоянно каждый день майнятся биткоины, и он бы хотел бы немножко подзатариться. Потому что понимает, что цена биткоина, если выйдет из-под контроля, она может просто взлететь. Именно из-под контроля вот таких больших китов, в том числе таких компаний, как Galaxy Digital, ребята. Но как вы знаете, что те новости, которые выходят именно в СМИ, ребята, они выходят для устрашения, а не для улучшения. То есть, когда говорят, что все будет плохо, мы растем вверх. Если говорят, что все будет очень хорошо, когда еще на пике биткоина говорили, что он еще дойдет до 100 тысяч, мы в итоге провалились. Поэтому, ребята, это я считаю, что очень позитивная новость, которая сейчас есть. Поэтому, ребята, держим кулаки за биткоин, как говорится. Обязательно еще раз посмотрите этот ролик в начале, который я вам сделал заставочку. Посмейтесь, ребята. Давайте будем ждать. Надеемся, что эта новость, ребята, действительно повлечет к тому, что мы пойдем немного вверх. Хотя бы там на 26 тысяч. Первая зона. Это будет довольно хороший и позитивный сигнал для роста. Да, все может быть, мы можем и дойти до зоны до этой и скорректироваться сюда, либо же можем дойти до 28 тысяч долларов отсюда и потом скорректироваться даже сюда. Все это возможно, и все это было бы правильно для теста. Но, ребята, самый идеальный вариант был бы, конечно же, если бы мы дошли до зоны 28 тысяч, ретестнули этот уровень и пошли бы дальше. Либо снова вошли в зону 28-30 тысяч и здесь бы флетились. Это было бы самое идеально и самое правильно. Оставить в дураках тех людей, которые боялись здесь закупиться, здесь и здесь, ребята, закупиться, и здесь они боялись. Вот это было самое интересное. Я думаю, что крупный игрок бы так бы и поступил. Он видит, что люди боятся покупать на этих минимумах, ребята, и не хочет опускать цену вниз, потому что знает, что здесь расставлены куча лимиток и также на биткоин. Поэтому мое мнение все-таки, что киты замышляют совсем другую игру, что они хотят оставить очень много людей, чтобы они не смогли закупиться в данном диапазоне. Но посмотрим, как все будет и как все в дальнейшем разрешится. Ну а с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. Всем хорошего настроения и всем пока!